Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня вашему вниманию знакомство с динамическим микрофоном для вещания PreSonus PD70. Приступаем. Растет потихонечку линейка микрофонов, выпускаемых PreSonus. Но, как можем видеть, изобилием пока не отличается. То есть по единичке для разных целей. Ну или пристреливаются, или решили ограничиться одиночными моделями и усиленно внедрять их на рынок, кто их знает. Понятно, что при этом надо аудиторию чем-то брать. И первое, что сейчас рассматривается как фактор важный, это цена. Не могу сказать, что здесь PreSonus как-то выгодно отличается от своих ближайших конкурентов. Это если посмотреть на тот же конденсаторный PX1, обзор на который мы не так давно снимали, и как нам показалось, большинству нашего народонаселения он пришелся по душе. Но вот что касается сегодняшней модели, то тут уже очень хочется обратить внимание на его стоимость. Друзья, 12 тысяч рублей. Да, это чуть дороже, чем тот же Rode PodMic, и мы с удовольствием бы включили его в этот ролик для сравнения, но, к большому сожалению и по понятным причинам, нет их сейчас на наших полках, и если появятся, то никак не раньше февраля-марта. Кто бы еще мог посоревноваться с этим микрофоном? Сложно сказать. Конечно, хотелось бы услышать его работу на фоне тех же Шуриков, MV7, SM7B, но это уже будет некорректным сравнением, потому что их цена выше сегодняшнего PreSonus ровно в 2 и в 3 раза соответственно. Но не скрою, что для себя мы все-таки не удержались и сделали сравнительные тесты. Сюрпризы были. Какие? Это пока секрет. Что ж, давайте знакомиться с нашим сегодняшним гостем поближе. Я подключаюсь, говорю в него, вы внимательно слушаете и оцениваете. Микрофон этот динамический, направленность у него кардиоида, частотный диапазон 20-20 тысяч Гц, весит он почти килограмм, заключен в стильный металлический корпус, имеет жесткое крепление и ветрозащиту. Основное предназначение этого микрофона – запись голоса для подкастов, радиовещания, стриминг и так далее. Подключается стандартно через XLR-разъем. И, повторюсь, стоимость на момент съемки 12 тысяч рублей. Теперь очень важный момент – это расстояние от источника звука. Говорю я в него достаточно близко. Уровень усиления находится на отметке плюс 55 дБ. И вот если вы захотите расположить его на расстоянии в сантиметров 30, то тут уже без дополнительного усиления вам никак не обойтись. Бустеры в помощь, благо их сейчас немало. Ну а теперь давайте испытаем его на то, как он будет работать в шумной среде. Для этого я попрошу нашего оператора Георгия привести в рабочее состояние микроволновую печь и запишу ее на 2 микрофона сразу. Наш студийный конденсаторный SE Electronics T2, который находится чуть выше кадра, и, собственно, PreSonus PD70. Гоша, зажигай. Достаточно? Ну и поскольку в описании на микрофон можно увидеть, что его рекомендуют использовать еще и для записи вокала, давайте попробуем это сделать. Это явно добавит наглядности в наше видео. Слушаем. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жителей на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня,
Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Друзья, уверен, что вам есть что сказать после всего услышанного, поэтому добро пожаловать на площадку для комментариев. Пишем, делимся впечатлениями, задаем вопросы. А я благодарю всех за внимание, всего доброго и до новых встреч на нашем канале. Ну или не останавливай, там будет картинка идти. Мышка. Да, сейчас. Не да? Мышка есть чуть-чуть, тень от мышки. Ага. Ну, дрянь такая, куда ее положить? Ладно, вниз. Все, меня сейчас не видно. Хорошо.